Ксения Собчак, журналистка, которая в последнее время стала центром медийного внимания, пытается переключить фокус на других известных людей. То есть на кандидатов в президенты, публикуя информацию о их доходах за последние 6 лет в своем телеграм-канале. Однако добрые люди решили узнать, какие материальные блага имеет сама Ксения Анатольевна. И, судя по всему, она не страдает от недостатка средств, если говорить мягко. Начнем с того, что посмотрим на доходы тех, кто борется за президентское кресло. Напомним, именно Ксения Собчак опубликовала эти данные. Вячеслав Дованков. Самым обеспеченным из всех кандидатов является Вячеслав Дованков. Согласно его декларации, за отчетный период он заработал 76,9 миллиона рублей. У него есть автомобиль «Майбах», квартира в Москве, дом и земельный участок в Подмосковье, а также 3,5 миллиона рублей на банковских счетах. Владимир Путин. Второе место занимает действующий президент Владимир Путин. Согласно его декларации, он заработал 67,6 миллиона рублей. Эта сумма состоит из зарплаты президента, доходов от банковских вкладов и ценных бумаг, пенсий, а также доходы от продажи имущества. У Путина есть квартира и гараж в Петербурге. И интересно, что у Путина самый большой автопарк среди всех кандидатов. 2 автомобиля ГАЗ-М21 и внедорожник «Нива». В его декларации также указан прицеп «Скиф» 89 года выпуска. Николай Харитонов. В тройку лидеров по доходам входит Николай Харитонов, представляющий фракцию КПРФ. За отчетный период его доход составил 36,2 миллиона рублей, включая зарплату за работу в парламенте, доходы от банковских вкладов, единовременную социальную выплату, пенсию и пособие по временной нетрудоспособности. В его собственности находится жилой дом, 2 квартиры, 2 земельных участка и гараж, где, согласно декларации, помещается автомобиль УАЗ 2000 года выпуска. Леонид Слуцкий. Последнее место занимает Леонид Слуцкий, представитель фракции ЛДПР. Его доход чуть меньше Харитонова и составил всего 36 миллионов рублей, полученных в основном от зарплаты депутата. У Слуцкого в собственности жилой дом, 3 квартиры, 2 земельных участка и 1 машиноместо. Однако собственного автомобиля у него нет. Мы не будем комментировать эти декларации, так как все и так понятно. Однако стоит отметить, что Собчак, вероятно, публиковала эту информацию не для того, чтобы россияне ознакомились с ней. Это скорее намек. Ксения Анатольевна, как всегда, дает повод для обсуждений, говоря: да, у Путина есть прицеп «Скиф», а что насчет знаменитого замка и яхт? Ну что интересно, что же у самой Ксении Анатольевны в запасе? И как оказалось, у нее есть многое. Если вдруг случится так, что Собчак признают иноагентом и докажут, что она еще финансировала противников, то конфискация ее активов может пополнить государственную казну на весьма солидную сумму. Ксения Собчак, имя которой не сходит со страниц журналов и экранов телевизоров, в 2021 году заняла 7-е место в рейтинге самых успешных знаменитостей России по версии Forbes. Тогда ее годовой доход оценивался в 4,7 миллиона долларов, а среди ее партнеров были такие гиганты, как Mercedes-Benz, Dior и Bosco. Еще годом ранее муж Ксении, режиссер Константин Богомолов, раскрыл финансовые подробности своей супруги, согласно которым ее доход составил 185,7 миллиона рублей. Спустя время доходы Собчак увеличились до 295,3 миллиона рублей, что, безусловно, впечатляет и заслуживает упоминания на фоне доходов других известных личностей. Несмотря на уход западных брендов из России, Ксения Анатольевна продолжает успешно зарабатывать, опираясь на свои медиаресурсы. К ним относится проект «Осторожно! Медиа», включающий в себя YouTube-шоу «Осторожно! Собчак», а также ряд телеграм-каналов, таких как «Кровавая барыня», «Собчак», «Осторожно! Новости». От канала «Тушите свет» Собчак предпочитает дистанцироваться после недавних событий. Кроме того, у Собчак есть действующее индивидуальное предпринимательство и права на товарные знаки, связанные с ее медийными проектами. Согласно данным, Ксения Анатольевна является совладелицей нескольких российских компаний. Она владеет 51% пиар-агентства June July с выручкой около 38 миллионов рублей и такой же долей в компании Leaders.
занимающийся исследованиями в индустрии моды с выручкой порядка 76,3 миллиона рублей. В 2022 году Собчак расширила свои бизнес-интересы, став участницей 3 компаний. Она приобрела 50% в обществе с ограниченной ответственностью ШИ, 15% в обществе Гавань и 5% в обществе ФИШ, с общей выручкой в 278 миллионов рублей. Во всех 3 компаниях ее партнером является основатель ресторанного альянса White Rabbit Family, известный ресторатор Борис Зарьков. К концу 2022 года Ксения Собчак владела внушительным перечнем недвижимости. 3 земельных участка общей площадью 3000 квадратных метров, жилой дом площадью 482 квадратных метра, а также долями в 2 других объектах. В Москве у нее было несколько квартир площадью 74 и 353 квадратных метра, а также треть квартиры в Петербурге площадью 245 квадратных метров плюс 9 нежилых помещений. В реестре также числился еще один дом площадью более 1800 квадратных метров, который, однако, не был указан в декларации. Оценить стоимость всего этого имущества можно было лишь после продажи одной из московских квартир, которую Собчак продала за $10 миллионов после получения израильского гражданства в 2022 году. Эта сумма по тогдашнему курсу составляла около 1 миллиарда рублей. Проданная квартира находилась в престижном районе Хамовники в жилом комплексе Бродский и была куплена Ксенией Анатольевной за 300 миллионов рублей. Автопарк Собчак также впечатляет. В нем есть Bentley Continental GT Speed, минивэн Mercedes V250 DLX и внедорожник Toyota Land Cruiser, что говорит о ее вкусе к роскоши и статусе. И, конечно, нельзя не упомянуть о крабовом бизнесе, который стал одним из самых обсуждаемых активов Ксении Анатольевны. В 2020 году она приобрела 40% акций в компаниях «Курильский универсальный комплекс» и «Манерон», которым принадлежали квоты на добычу 9000 тонн крабов. Елена Саглеева, супруга бывшего топ-менеджера Роснефти, приобрела 10% акций. Таким образом, Собчак и Саглеева владеют 50% крабовых активов, что позволяет им вылавливать до 4500 тонн крабов в год, принося общую выручку в районе $60 миллионов. История о крабовом бизнесе в России раскрывает сложные махинации, связанные с контрактами на поставку краба, заключенными с панамской компанией. Цена на крабов была занижена, что позволяло снижать таможенные платежи. Однако после того, как Ксения Собчак и Елена Саглаева приобрели активы, имущество компании было арестовано по решению суда в Южно-Сахалинске, и получение прав на свои доли было остановлено. Сенатор Людмила Нарусова вмешалась в ситуацию, отстаивая семейные активы, несмотря на то, что лоббирование интересов родственников на ее должности неоднозначно воспринимается. Она обратилась в Верховный суд с требованием отменить решение суда Южно-Сахалинска, а затем обратилась к главе Минсельхоза с требованием включить компании и ее дочери в список системообразующих, обеспечивая им государственную поддержку. Эксперты оценили стоимость бизнеса, приобретенного Ксенией Собчак, в 4 миллиарда рублей. Сегодня крабовый бизнес Собчак остается загадкой, однако можно предположить, что он приносит значительную выручку. Что ж, возможно, Ксения Собчак не должна публиковать доходы кандидатов в президенты, но она может поделиться с россиянами информацией о своих впечатляющих успехах в бизнесе, не обладая при этом выдающимися способностями.